продолжим наше занятие. Собственно, сегодняшнее занятие у нас план такой. Мы сейчас коротко разберем немножко по домашнему заданию. После этого мы продолжим работу с функциями. Сегодня, во-первых, мы начнем собирать их уже на Вексе, то есть в Векс-билдере в Houdini. Для того, чтобы у всех это успешно получалось, мы немножко, поскольку там речь идет в основном, мы будем собирать какие-то модификаторы, и это всегда уже работа с точками, с координатами точек, да, нужно понимать, что такое вектор, да, как его раскладывать на координаты и так далее. Мы вот эту тему немножко с вами обсудим, чтобы у вас, когда вы там соединяете какие-то простейшие несколько нот, там сдвигаете, условно говоря, вашу геометрию там, на единицу вверх, чтобы вы в терминологии векторов понимали, что происходит. И мы, освоив это, посмотрим, пособираем какие-то, видимо, функции, которые мы собирали на прошлом занятии уже на Вексе. Сначала, может быть, просто в двухмерном случае, да, искажая просто какой-то сплайн, да. Потом расширим это все уже в плоскость, то есть увидим какие-то объемные деформации, даваем в зависимости от других координат. И, в общем, цель нашего занятия сегодня это создать какие-то уже, создавать какие-то паттерны интересные с помощью, в общем, тех функций, которые мы с вами изучили. Вот такой план. Возвращаясь к домашнему заданию, основные сложности, как это не удивительно, вызвала функция синусоида, у которой промодулирована частота. Некая синусоида, которая в какой-то момент становится чаще и чаще, да, потом становится снова. То есть у нее частота меняется. И вот почему-то с ней возникли сложности. Здесь, собственно, логика, от чего нужно было отталкиваться, да, чтобы эту задачу решить. Отталкиваться от того, что мы с вами на предыдущем занятии обсуждали вообще, от чего зависит у нас частота любой периодической функции. Да? Она зависит от коэффициента при аргументе. Берем, строим тот же синус х, помните, да, мы с вами делали такой эксперимент, добавляли коэффициент при а, этот коэффициент, если мы увеличиваем, у нас как бы аргумент начинает, условно говоря, возрастать быстрее, из-за этого, собственно, и функция, ее частота увеличивается. Значит, и здесь на самом деле вот от этого нужно было, по идее, от знания оттолкнуться, но был некий подвох. Исходя из того, что мы сейчас посмотрели, вроде как напрашивается такое решение. Если у нас вот здесь теперь вместо коэффициента, то есть видно, да, что типа вот при коэффициенте вот таком у нас одна частота, при коэффициенте там больше, другая частота. И вроде как напрашивается такое решение, что если мы теперь вместо а здесь будем использовать не константу, а какую-то тоже функцию, которая нам будет этот коэффициент менять как-то. Где-то, допустим, значения будут маленькие, где-то большие, да, у нас, соответственно, частота вот этой колбасы, она тоже будет меняться. Я думаю, что многие пытались что-то подобное сделать. То есть, например, вместо вот этого а использовать тоже в какую-то функциональную зависимость, и здесь можно поэкспериментировать немножко. То есть, грубо говоря, у нас есть синус х, и мы теперь при х будем какой-то коэффициент, условно говоря, то есть пускай это будет довольно высокочастотный, а здесь нужно, поскольку частота меняется, здесь важно, что понимать, да, что частота у нас меняется медленнее, чем основная частота вот этой функции, то есть только в этом случае мы увидим эффект. Грубо говоря, этот коэффициент может теоретически как-то меняться тоже по синусоиде, но частота этой синусоиды должна быть гораздо меньше, да, чем частота вот основной вот этой гармонии. Вроде как тогда мы должны какой-то эффект увидеть, вот так, для начала. То есть здесь отчасти мы можем видеть что-то похожее, да, происходит, то, что нам нужно. То есть мы видим, что где-то вроде как частота падает, где-то растет, но при этом график выглядит довольно странно. Значит, связано это в первую очередь с тем, что, чтобы получить вот тот результат, который мы вот здесь смотрели, здесь важно понимать, что аргумент вот этой функции, он всегда нарастает. Частота меняется потому, что он растет как бы, с разной крутизной, да, то есть, условно говоря, если он растет там, если это просто x, да, у нас как бы колбаса не очень плотная. Если мы делаем коэффициент, у нас рост становится быстрее. Видите, да, что происходит? То есть вот это мы видим, как аргумент изменяется. То есть чем круче эта кривая, значит, что аргумент растет быстрее. Соответственно, частота меняется. Таким образом, если мы здесь делаем вот такую штуку, сейчас пока вот такой мы рассматривали, да? Значит, в чем здесь проблема вот с этой штукой? Что она, как видите, у нас не только растет, но и уменьшается. А этого происходить не должно. У нас всегда должен быть рост аргумента. И вот это приводило к тому, что тут такая у функции вид такой довольно странный получался, не совсем то, что нужно.
То есть нам, грубо говоря, нужно было бы, лучше бы значительно смотрелось, если бы, например, у нас был рост, дальше замедление роста, да, снова рост, замедление, вот какая-то такая нужна штука. И вот в этом смысле домножение нашего x на синус, который как бы, может быть вообще там и положительным, и отрицательным, да, это не очень хорошая история. И, собственно, правильное решение было вот такое. То есть не домножать x на коэффициент, а прибавлять к нему какое-то значение. И нам сейчас, наверное, нужно x, здесь надо там тоже что-то подбирать коэффициенты. То есть по факту вот такая штука, когда у нас в синусе в аргументе к x прибавляется какая-то функция, да, тоже, допустим, периодическая. То есть это так называемая фазовая модуляция. То есть представлять это можно, примерно следующим образом. Мы с вами знаем, как у нас в целом ведет себя функция, когда мы делаем какую-то добавку. То есть она начинает просто смещаться вправо или влево. Но и здесь смысл в том, что в какой-то момент эта добавка у нас то положительная, то отрицательная, да, и у нас, условно говоря, какие-то фрагменты функции начинают съезжать либо вправо, либо потом влево, да, и возникает вот это вот растяжение сжатия. Ну и поскольку, когда мы делаем вот так, здесь довольно легко добиться, поскольку мы прибавляем к x какое-то значение, довольно легко добиться, что у нас в целом вот эта функция f, она всегда была возрастающей, что нас избавляет вот от каких-то уже там неадекватных таких штук, типа перекрутов и так далее. А ты сделай. Так, и что мне будет? То есть, увеличивая коэффициент при А, мы в целом увеличиваем просто базовую частоту. Да, то есть, когда у нас А маленький, у нас базовая частота низкая. То есть, грубо говоря, частоты основной функции вот этой фазы, да, они примерно одинаковые, поэтому мы не видим модуляции как таковой. Там просто что-то плавает часть. Как только мы начинаем частоту базовой функции, вот эту частоту увеличивать, вот у нас она начинает считываться. И дальше подбирая именно амплитуду. То есть, грубо говоря, когда c очень маленький, когда c равно нулю, у нас вообще нет никакой модуляции. Да. Как только мы начинаем разгонять амплитуду вот этой вот добавочки, мы начинаем видеть вот эти искажения. Еще, может быть, понятнее будет в двухмерном случае, когда мы от координата x станет текстурной координатой, и у нас будет y, по сути, не искажением, а цветом. Будет сейчас легко в голове спутать просто то, что вверх пошло, вниз пошло, то, что оно не зависит от x. На самом деле, тут важно просто понимать, что почти все примеры, которые были в домашнем задании, они все были больше ориентированы на результаты функции, нежели на аргументы внутри. Результаты функции, они влияют, то есть, когда мы на результат уже что-то умножаем, то есть если мы синус умножаем на что-то, на другую функцию, либо на число, либо прибавляем к нему что-то, мы не можем то есть, управлять смещением либо растяжением, мы можем только вот на вот эти координаты влиять. Каким-то образом, сместить все вверх, перевернуть их, но сдвинуть влево или вправо мы не можем. Когда мы воздействуем на аргументы, мы все наоборот, мы не можем ее сместить вверх или вниз, но можем ее сдвинуть влево или вправо, или растянуть и сжать. При этом не важно, синус это или какая-то другая функция. Я надеюсь, что это будет попонятнее в 2D случае. Я думаю, что еще с точки зрения растяжения сжатия было бы удобно, если бы мы здесь видели точки именно. Да? То есть я думаю, что мы сейчас, когда до векса дойдем, можно будет собрать примерчик, в котором будет видна вот эта деформация икса. Я еще одну точку зрения расскажу, как можно примерно понять себе эту модуляцию, почему синус у нас начинает так плясать. По сути, вот то, что мы пишем внутри, это мы подаем искаженное пространство нашему синусу. Смотрите, синус мы рисуем вот так. Теперь представьте, что бумага, на которой мы рисуем этот синус, мы ее где-то сжали, где-то растянули и нарисовали такой же синус на вот этом сжатом растянутом. А потом посмотрели, как оно будет в не сжатом и не растянутом виде. И этот синус исказился, когда мы вот обратно все растянули. Вот это вот примерно то же самое происходит здесь. Но у нас еще второй пример, у которого была кажущаяся простота. Это связано больше с глюком конкретной вот этой реализации рисовалки графиков. То есть все думают, что они его выполнили. Но на самом деле, если вы повторите то же самое в Гудине, то ничего не получится. Синус π степени 0,2. Это было решением, которое все написали почти. Тут есть один нюанс. То есть конкретно вот эта рисовалка графиков его обрабатывает, но в
любая другая, то есть в Houdini в том числе, не даст такого ответа. Касается это отрицательных частей, которые мы подаем. Ну, то есть вот синус px просто возвращает вот на этом отрезке отрицательные значения. Отрицательные значения возвести в степень не целую обычно нельзя, ну, потому что это логарифмы экспонента, комбинация там логарифма экспонента, логарифма отрицательных чисел, действительных чисел. Поэтому, если, допустим, 0,2 это заменить там на 0,21, например, или на какую-то другую величину, будет то, что мы получили бы в Houdini. То есть вот так график бы выглядел. То есть вот здесь у нас на вот этом отрезке решение есть, а на этом отрезке решения нет. Но что нам делать, если мы все-таки хотим получить вот эти вот комбинации? То есть как вот из этой ситуации выкрутиться? Кто-нибудь знает ответ? Использовать функцию sin и функцию абсолютного значения. Да, совершенно верно. То есть можно из этой ситуации выкрутиться следующим образом. Если завернуть синус в апс, то мы получим вот такую вот картину. То есть, как бы, то, что мы возводим в степень, всегда будет иметь положительные значения. Но теперь нам нужно часть из них вернуть в отрицательную зону, в которую нам было надо. Для этого просто можно взять, домножить это на функцию sin, которая возвращает знак функции от того же синуса px. И тогда без разницы, какая это будет степень, хоть 0,21, хоть 0,021, отрицательные значения будут в порядке. То есть в Houdini нужно будет использовать вот такой механизм. Всем понятно? А реверснуть и сместить и добавить нельзя? Что реверснуть? Эти вот торчащие, их реверснуть и сместить. Можно. Можно. Да, можно. Можно, только важно понимать, что вот здесь не просто нет, Ну, отсечь. то есть тут не нулевое значение было, а просто не было значения. То есть как бы функция в этом месте вернет число, которое называется, ну, специальное число, которое называется not a number. С такими числами нельзя проводить операции дальше. Ну, как бы ты, сложив любое число или умножив это число на вот такой not a number, получишь не то число, которое ты сложил, а получишь еще один not a number. То есть ты как бы не увидишь здесь результата ни при каком раскладе. Поэтому лучше их не получать в процессе. Ну, да. Собственно, дальше хотелось бы пособирать то, что мы собирали на прошлом занятии, уже попробовать пособирать на векселе, посмотреть, как это все организовывается, чтобы потом постепенно уже перейти к функциям двух аргументов. Но перед тем, как мы начнем это делать, хотелось бы небольшой краткий экскурс сделать векторам, потому что терминология, она нам пригодится. И для того, чтобы даже собрать какой-то простейший модификатор на вексе, который просто смещает, допустим, геометрию на единицу вверх, неплохо, чтобы вы представляли, например, именно в терминологии векторов, что происходит. Ну, давайте вот пару слов. Там будет статейка. Да, это в качестве домашнего В качестве задания. бонуса, да. Она такая довольно... То есть она простая, но она такая немножко сабдеповская. Ну, Вот. на самом деле, как бы, кому не понравится эта статейка, может прочитать любую другую с подобным Да, то содержанием. есть в этом плане, в любом случае, там вся исчерпывающая информация есть. Я сейчас постараюсь чуть более с практической точки зрения объяснить, чтобы не было какой-то такой абстрактной математики. Значит, во-первых, общая история, что в целом помните со школы, что у нас вектор – это направленный отрезок. Мы можем взять, нарисовать вот такую штуку, писать А, это значит у нас вектор. Любой вектор характеризуется длиной своей, которая вот так обозначается в модуле А, и направлением. Важно помнить, что вектор, он не зависит от того, от какой точки, условно говоря, мы его откладываем. То есть, грубо говоря, если я нарисую вот здесь вот такую полосочку, у которой будет такая же длина и такое же направление, это один и тот же вектор. Это, значит, важно понимать. Значит, мы с векторами, естественно, работаем в координатном представлении. Как это делается? То есть, чтобы нам получить координатное представление вектора, делается следующим образом. То есть у нас есть просто какая-то, например, координатная система двухмерная. Мы берем и наш вектор откладываем от начала координат. Значит, поскольку действует правило параллельного переноса, мы с вами выяснили, что можно вот так делать, это будет тот же самый вектор, не зависит от точки приложения. Я могу так сделать. И тогда координата, у меня есть координата точки конца вектора, координаты АХ и АY. То есть, по сути, вот две вот эти координаты, они полностью описывают этот вектор. Да? То есть, если эти координаты будут какие-то другие, например, я какую-то другую точку B здесь поставлю, это будет уже, условно говоря, какой-то другой вектор. Собственно, в математике так и записывают, что вектор А равен, и дальше в скобках перечисляются просто его координаты, но если в двухмерном случае, это можно написать вот так, AX, AY. Понятно, да? То есть, вот простая штука. Такой вопрос маленький. Допустим, у меня есть вектор, где-то вот я вот так вот его нарисую, вот здесь просто. Не знаю, у меня есть точка, и на ней есть там нормаль. И, например, смотрите, там К, да? Еще раз просто, чтобы мне понять, что он из себя представляет в координатном выражении, мне проще всего просто его отложить.
начало координат, да, и посмотреть, какие координаты соответствуют точке его конца. То есть видно, да, что, допустим, у такого вектора координата x будет отрицательной. Значит, дальше длина вектора как определяется? По теореме Пифагора. Да, правильно, по теореме Пифагора. То есть вот мы можем здесь изобразить прямоугольный треугольник. Собственно, сам вектор — это гипотенуза, координаты, вот это у нас координата ax, да, это один катет. Ой, АY. А вот эта координата, АХ, это второй катет. И мы по теореме Пифагора помним, что напускает у нас вектора. То есть сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. То есть мы можем вот такое выражение записать. И тогда длина вектора у нас равняется корню. Но нам, как правило, когда мы в Гудине будем работать, нам не нужно будет вот эту страшную формулу писать. У нас просто будет функция length, которая подать вектор и получить просто какое-то число. Это еще один пример функции, которую можно тоже так же использовать, как и любые другие. Понятно, да, именно по координатному представлению векторов, потому что мы с векторами в Гудине будем работать просто как с тремя числами. Вам важно как бы себе представлять, что эти три числа, они по факту определяют направление вектора и его длину. Да? Ну, то есть, грубо говоря, если там вам нужно вектор, направленный вверх, создать, да, инициализировать, допустим, как-то, вы уже должны понимать, что его координаты будут 0, ну, там, например, 1, 0. Да? То есть это вектор, направленный вверх. Если вам нужно по диагонали куда-нибудь вот так отложить, да, под 45 градусов, какие будут координаты? Первая координата — это x, вторая 1, да, потому что вот, а по y будет минус. Соответственно, если вы, допустим, эти штуки делите рандомом, в качестве вот, координат используете какой-нибудь рандом, да, вы можете, допустим, таким образом просто через координаты сформировать вектора какие-то, которые будут направлены в разные стороны. Там есть свои нюансы. Давайте какие-то простейшие операции вектора, что вообще мы можем с ними делать. Значит, мы можем вектора с вами складывать. Есть у нас вектор А, есть у нас какой-то вектор Б. Как нам определить, ну и, соответственно, у них координаты AX, Y. Как нам определить, чему будет равна сумма векторов? Здесь проще всего действовать, ну, как бы графически, как бы есть метод. То есть просто по определению, чтобы определить, чему будет равна сумма А плюс Б, нужно вектор b отложить от конца вектора А, то есть сделать параллельный перенос. Этот вектор не изменит, да, как мы знаем. То есть мы можем вот так отложить. И просто соединить начало вектора А и конец вектора b. Вот этот c. То есть графически определяется вот так. Значит, и дальше осталось понять, нам важно в координатном выражении, чему эта сумма будет равна. Да, совершенно верно. Сумма вектор c будет в координатном выражении равен сумме соответствующих координат векторов А и Б. Значит, откуда это берется? Ну, очень просто. Просто из картинки это видно, что нам нужно знать, допустим, по x вот координаты вот этой точки. Видно, что вот этот отрезочек это AX, а вот этот отрезочек, вот этот, да, я немножко криво нарисовал. Вот BX, да, и мы сделали параллельный перенос, ну, у меня не получилось. То есть вот это BX. Соответственно, полностью вот эта координата, она равна сумме. По x у нас AX плюс BX. Ну и по y то же самое. А y, да, а нам нужно еще вот эту добавочку делить, она как раз равна by. Понятно, да? То есть сумма векторов равна координатам выражении сумме соответствующих координат. Значит, по поводу разности, ну я думаю, что вы догадались уже, будет равна разность, например, А минус Б. Там, значит, чтобы графически разность изобразить, можно запутаться. Там делают обычно, чтобы все представить, чему она равна, делают следующим образом. Берут просто, переносят b в правую часть, тогда получается вот такое выражение. А равно c плюс b. И задача как бы сводится к предыдущей. То есть мы можем нарисовать вектор А, есть у нас вектор b, и мы видим, что прибавляя к b некий c, мы получаем А. Это значит, что вот этот c направлен вот так, просто по правилу сложения. Да? То есть здесь, чтобы не перепутать именно, куда этот вектор c смотрит, обычно я вот такой подсказочкой для себя пользуюсь, однозначно определение. Дальше, пользуясь той же самой логикой, просто можно показать, что AX это B, и нам координата вот этого вектора определить. Видно, что вот эта история это просто AX минус BX, длина вот этого отрезочка. Длина вот этого отрезочка, она равна, ну то есть здесь важно понимать, да, что мы видим уже сразу, если мы c отложим от начала координат, что у него y координата отрицательная. Ну и дальше нам надо просто, по сути, взять длину вот этого отрезка
длина его, и просто ее со знаком минус. Число должно быть отрицательное. Да, y минус AY. И если это раскрыть, получится AY минус AX минус BX, AY. Понятно, да? Вот что такое. Соответственно, для чего нам эти операции нужны? Мы можем себе любую трансформацию, которую мы делаем, например, ну то есть здесь еще важно что понимать, да, что вот картинку, что вот у нас есть с вами координатная какая-то плоскость. Да. Есть какая-то точка. Мы всегда, у нее есть позиция, да, то есть у нас есть просто вексель P, вот это вот переменная. То есть эту переменную мы можем себе представлять, ну то есть это три числа, но по факту они определяют вот такой всегда вектор. И мы любое смещение вот этой точки в пространстве можем воспринимать в терминологии векторов как просто прибавление к этому вектору P какого-то другого вектора. Ну, например, смотрите, вот такую представим ситуацию. Пускай у нас есть какая-то, ну, сплайн, условно говоря, какие-то точки. Мы хотим весь этот сплайн сдвинуть на единицу вверх, да? То есть чтобы вот эта точка P, каждая точка должна сместиться на единицу вверх, в частности вот эта точка должна оказаться вот здесь. То есть новая ее позиция P', она уже будет какая-то, должна быть какая-то вот такая. Ее можно вот таким вектором охарактеризовать. Скажите, пожалуйста, какой вектор нужно прибавить, да, чтобы из P попасть вот сюда? Да, 0,1, совершенно верно. То есть вот так, ну на самом деле его проще сначала нарисовать. Какой нужно вектор прибавить? И дальше нам, после того, как мы это осознали, нам осталось просто понять, чему этот вектор равен в координатном выражении. А для этого мы знаем, что нужно делать. Нужно сделать параллельный перенос начала координат его. Мы берем его, теперь откладываем от начала координат. У него единичная длина, поэтому здесь заканчивается. И вот здесь, когда он отложен от начала координат, нам уже легко с вами увидеть, чему равны координаты этого вектора. Очевидно, x координата у него нулевая, да? А y координата равна единице. То есть вот такой нужно вектор прибавить. Вот что из себя какая-то простейшая трансформация или деформация представляет. Да? То есть мы всегда просто формируем вектор смещения и дальше прибавляем его к векторам позиций точек. Ну, вот мне же подсказывает, что еще в принципе хорошая и нужная штука – это домножение вектора на число. Важная вещь. Значит, здесь правило такое, что если у нас, например, есть какой-то вектор, да, есть длина, есть направление, умножаем его какой-то, ну, на число, на константу. Что с этим вектором произойдет? Значит, произойдет простая вещь, его направление не изменится, а длина, ну, то есть это будет вектор с таким же направлением, а длина станет равна k на модуль. То есть если k больше единицы, это будет просто более длинный вектор. Если длина меньше единицы, то более короткий. Ну а если отрицательное, да, значение, то направление поменяется, да, на противоположное. То есть если у нас k больше нуля, а если k меньше нуля, то будет все в обратную сторону. Да, значит, в виде координат понятно, что происходит. То есть просто каждая из координат домножается на соответствующий коэффициент. Если мы умножаем вектор на константу, в координатах это будет k на x, k на y. Ну и с точки зрения трансформации, я думаю, что вы догадываетесь, что это примерно такое. То есть, если мы возьмем наше p, начнем домножать на какой-то коэффициент, что будет происходить с геометрией? Scale. Да, совершенно верно, это просто scale. Все точки будут просто, то есть это scale, важно, что относительно начала координат. Просто все вектора начнут удлиняться, да, или наоборот, ужиматься, но направление все сохранятся, все пропорции сохранятся. Так, хорошо, возвращаясь, собственно, дальше, давайте вернемся именно, ну, мы можем сейчас вот это все посмотреть уже, как это будет выглядеть в Гудине. Мы с вами определились, да, что вот в терминологии векторов нам, чтобы сместить, допустим, геометрию на единицу вверх, нужно сформировать вектор смещения, прибавить его к p. В XBuilder это будет выглядеть примерно следующим образом. То есть у нас с вами, грубо говоря, есть некий input, там есть p, вот этот наш вектор, да. Ну и тут на самом деле возможны варианты, собирать можно по-разному, но по факту мы можем сформировать просто, ну, будет просто некий add, да, куда мы подадим вход, а вот на второй вход нам нужно подать
константу некоторую, у которой будет тип вектор. И там мы напишем, там вектора мы задаем координатно, да, то есть там мы напишем 1, 2. И вот сложив вот эти два значения и подав их на выход, мы получим нужный нам результат. Можно теоретически было бы действовать по-другому. Например, альтернативный вариант, это у нас есть P, и мы берем и раскладываем этот вектор на 3 координаты. Да, у нас есть такая нода, как вектор toFloat, которая просто позволяет либо вектор разложить на 3 отдельных числа, либо наоборот 3 числа собрать в вектор. И тогда у нас координаты x, y, они идут, собираются потом обратно без изменений. X и z, float версия. А вот с этой координатой мы что-то должны проделать с вами. Мы можем, например, взять к ней и прибавить просто уже теперь число, поскольку это float, просто какую-то константу, единицу. Прибавить и записать это. Но если говорить о вот этом рисунке, то мне кажется, вот эта штука более наглядно. Сформировали этот вектор смещения и сдвинули. Значит, дальше, что нужно понимать, да, что не обязательно здесь может быть константа. То есть ключевой момент заключается дальше в том, что мы теперь берем и вот этот вектор смещения можем формировать, его координаты мы можем формировать не в виде просто каких-то константных значений, а в виде, например, тех же функций. Например, если я хочу получить синусоидальную какую-то зависимость, ну то есть покривить по синусоиде свой сплайн, да, мне, соответственно, что должно происходить? Для каждой точки вот эти смещения, они должны быть разные. Какая-то точка должна сместиться вверх сильно, да, какая-то слабее, потом какая-то должна сместиться вниз и так далее. То есть явно, что вот эти длины, они разные. И эти длины мы как раз можем формировать как функцию, которая зависит от x. То есть, например, тот же там синус x. Да. Считать и вот это значение записывать, условно говоря, сюда, вместо единицы. И тогда у нас получится какая-то синусоида. Понятно это, да? Смотрите, про векс вообще в целом хотел бы, это не про вектора, а вообще, что такое векс, как бы, векс-билдере, что мы делаем. По сути, это такая небольшая программа, которая работает одновременно со всеми точками вашей геометрии, которые вы в нее подаете. Ну, то есть, по крайней мере, на уровне СОПа. Пока, допустим, там есть только P, то есть у каждой точки есть своя координата. И эта программа знает, ну, то есть, вот, получив это P, мы знаем и координаты этой точки. Мы эти координаты каким-то образом меняем и подаем на выход этой ноды туда же в P. Тем самым как бы сообщаем, что программа взяла какие-то координаты, что-то с ними сделала, вернула здесь. Все, как бы с точки зрения Гудини, что вот здесь происходит, как бы, ее не волнует. Важно понимать, что мы просто меняем координаты точек с помощью небольшой программы, которую мы собираем визуальными средствами. Но для особых любителей можно написать эту программу и текстом. Я бы тут, наверное, добавил еще, тоже действительно это важный момент, который имеет смысл, наверное, обсудить. Как вообще VexBuilder, ну и вообще Vex работает. Ну, собственно, Миша уже сказал, да, что он как бы обрабатывает все точки одновременно. И мы, по сути, пишем код как бы для одной точки, но применится он ко всем. Собственно, поэтому мы с P работаем как с переменной. Здесь это немножко может поначалу как бы, ну так, скрывать башню, в том смысле, что как нам здравый смысл подсказывает, как это должно происходить, что у нас вот есть какая-то геометрия, да, полигон. Нам нужно что-то с ним проделать, какие-то манипуляции. Псевдокод выглядел бы примерно таким образом, что у нас был бы некий цикл перебора всех точек, да, то есть мы бы написали, что для каждой точки, да, где мы перебираем, да, то есть это внешний цикл, и дальше внутри мы уже как бы, имея, например, номер точки, загружаем по номеру, определяем ее позицию, да, то есть считывая из атрибута и так далее. Если бы мы, например, собирали какой-то модификатор на питоне, это вот реально так бы и выглядело. Нам бы надо было организовать цикл перебора всех точек, зная номер точки, там, загрузить ее позицию и дальше с ней работать. В Вексе в этом плане удобство заключается в том, что как бы вот этот цикл внешний перебора, он как бы вынесен за скобки, условно говоря, мы его не видим, он всегда есть там где-то, да, но по факту нам его писать, ну, если мы только не работаем в режиме специальном там, да, нам этот цикл писать не нужно, то есть нам как бы программа сама его организует,
нам нужно написать только тело цикла. Поэтому и там тоже P это не какая-то конкретная позиция какой-то конкретной точки, а некая просто переменная, которая вот для каждой точки в момент уже вычислений примет нужное значение. Больше Не касается- все понимают именно, что вот почему P переменная, да? Это же просто позиция точки, а какой точки? Вот, собственно, Всех точек. да, всех точек, и не одной, например. Тут как бы это больше именно классических программистов сначала выносят мозг, потому что когда мы изменили позицию одной точки, из соседней мы не знаем, что мы сделали. То есть, как бы, находясь внутри этого цикла, мы не знаем, как бы, соседняя точка, как изменилась в этот момент. Что было бы не так, если бы мы циклом управляли сами. И, то есть это больше как бы, классические программисты как бы, мозг скрывают. Ну, то есть с нуля, может быть, это и понятнее. Грубо говоря, мы не можем, вот работая вот так в обычной как бы, схеме, мы не можем проходить последовательно точка за точкой, да, например, и делать так, чтобы у нас результат деформации этой точки зависел от того, что здесь произошло. Вот, то есть это невозможно. То есть мы как бы представляем, что вот этот код, который мы здесь написали, он применяется ко всем точкам синхронно. Да, но при этом мы единовременно. можем как бы обращаться к соседним точкам в предыдущем состоянии геометрии. Да. Позволяет Но это написать сейчас всякие сложнее, функции да. и все остальное. Можем, но пока мы это не будем сейчас рассматривать. Ну, то есть здесь проще всего вот рассматривать, примерно повторить, наверное, для начала то, что мы делали с вами. То есть вот у нас, условно говоря, наш сплайн исходный, да, и мы хотим какую-то добавить деформацию. То есть что мы делаем? Создаем point walk ноду, да, ныряем внутрь, собственно, переходим в векс контекст. Здесь, то есть, это, собственно, у нас пространство, в котором, ну, то есть векс-билдер, в котором у нас каждая нода представляет собой какую-то вексовую функцию. Ну, то есть такое средство визуального программирования. Да? То есть нам не нужно писать код, мы берем из блочков, как бы набираем то, что нам нужно. Значит, у нас есть какие-то стандартные там, входные переменные, да? То есть это здесь перечислено, условно говоря, наиболее часто встречающиеся атрибуты какие-то на точках, ну и какие-то номера точек тут, например, есть и так далее. То есть не все переменные, которые здесь есть, они работают. Ну, то есть age, например, такого атрибута может и не быть, и здесь просто будет 0. Ну, а p есть, здесь будут какие-то значения. Ну и давайте сделаем, например, просто сместим все на единицу вверх. Ровно то, как мы здесь рисовали. То есть нам нужно вектор смещения сформировать. Давайте это сделаем. Просто создаем константу. Здесь указываем float 0,1. 0, вы уже понимаете, да, что это вектор, направленный вверх вертикально. И теперь берем, просто его прибавляем к вектору позиции. И вот у нас вся колбаса сместилась. Да. И результат сохраняем в P. Да. Ну и дальше можно, значит, эту историю как-то усложнять. То есть теперь хочется ввести какую-то функциональную зависимость. Давайте, например, сделаем квадратичную. Да, то есть мы хотим, чтобы у нас вот эта добавка, ну то есть, на самом деле, вот так я бы пересобрал, давайте, чтобы было понятнее. Сделаем float to vector. В принципе, эту ноду тоже можно использовать для того, чтобы собрать. Вот здесь указываем единицу. И вот у нас то же самое. Теперь, грубо говоря, вот сюда хочется подавать какое-то число, которое будет не константа, которое будет меняться при нашем смещении вдоль оси x. Ну, для этого мы какую-то функциональную зависимость можно навести. Например, мы можем взять x и просто возводить его в квадрат. Что я делаю? Я беру. Значит, как мне извлечь x из p? Да? У нас есть нода для этого. Вектор to float, которая раскидывает вектор на 3 координаты. Соответственно, я забираю отсюда первую координату, это x, и, например, возвожу ее в квадрат. И записываю это в y-компоненту вот этого вектора смещения. Вот у нас с вами квадратичная зависимость появилась. Значит, можно сложнее сделать еще. Ну, там, синус. Теперь рассчитывать от x. Берем, просто x подаем в синус, рассчитанное значение тоже в y-компонент. Вот у нас синус. Значит, если мы хотим менять амплитуду, частоту, помните, да, что частоту поменять, вот как бы здесь ее таковой нет, но мы уже знаем, что чтобы менять частоту, нам нужно
домножать аргумент функции на какое-то число. Мы берем, допустим, здесь делаем const, да, и домножаем на 5. Вот мы аргумент домножили, у нас частота выросла. Амплитуду то же самое. Да. Выросла амплитуда. Ну и на самом деле здесь мы можем использовать все многообразие функций каких-то, например, какие-нибудь наизы, которые есть в Houdini. Anti-aliased noise. Есть такая штука. Точно так же берем, подключаем. Здесь, видите, эти ноды, они такие интеллектуальные. Значит, кстати, обратите внимание, да, что, я, может быть, забыл об этом сказать, у нас входы-выходы у нод у всех разного цвета. Цвет шифрует тип. Да, это важно. Ну, то есть салатовый это вектора, холодный зеленый это float, вещественное число, синенький это integer. Ну и еще розовый. Стрим. Бежевый это строка. Да. Важно, когда вы соединяете входы, чтобы у вас типы данных совпадали. Ну, то есть можно, конечно, соединять не совпадающие типы данных, но там будет приведение типов какое-то происходить, но не факт, что результат будет правильный. Поэтому как бы, следите за этим, скажем так. Ну, то есть, многие ноды в Houdini, они такие интеллектуальные, в том смысле, что она сама смотрит, что ей подается, там, ну, то есть вот изначально вроде вход position это вектор, да, но когда я подаю сюда float, он берет и автоматически сетапит ее, переключается на функцию, которая работает с флотовыми значениями. И я могу, например, вот этот noise рассчитать, подставить его сюда и получить какую-то вот такую историю. Ну, то есть уже просто какой-то noise. Понятно, да? Вот, собственно, вы сейчас можете уже взять и повторить все, что вы делали вот в этой программулине с функциями. Да? Просто взять и повторить здесь. Здесь есть тут же весь набор функций, как собрать деформер такой, вы уже знаете. Давайте перейдем теперь уже в плоскость. Значит, давайте попробуем теперь посмотреть, а что будет происходить, если мы вместо вот этого сплайна подадим grid. Кто скажет, во что вот эта штучка превратится, если я просто подставлю сюда сейчас вместо сплайна grid? Нет, просто вот я сейчас заменю line на grid, ничего не меняю. Гармошка. Ну давайте проверим. Ну да, действительно гармошка. Значит, почему получилась гармошка? У нас, грубо говоря, что происходит? У нас вот сейчас вот в этой всей конструкции есть зависимость высоты, да, вот этой деформации только от координаты x. Это значит, что при фиксированной координате x, я не знаю, плохо видно, при фиксированной координате x, да, а это любая точка, которая, ну, как, если мы смещаемся вдоль оси z, условно говоря, у нас значения не меняются, потому что они просто от z вообще никак, от координаты z никак, ну, не зависят. Понимаете, да? Поэтому у нас такая, ну, условно, симметрия получается. То есть, любые две точки, которые мы возьмем, если у них координата z одинаковая, у них значение высоты смещения будет одинаковое. Поэтому мы видим такую гармошку. Соответственно, если мы хотим что-то увидеть более сложное, нам нужно вот в это выражение вводить какую-то зависимость от z-координат. Какую зависимость? Это такой же синус. Еще одну, да? То есть мы можем что сделать? Например, взять еще один синус, да, и его рассчитать уже от координаты z. И дальше, например, ну, я не знаю, сложно. Вот у нас такая история получилась. Смотрим, да, что нам никто не мешает пользоваться всеми теми же прихватами, да, которыми мы пользовались, типа всяких степеней, например, да. Кстати, сейчас увидим. Какая-то хренота получается. Ну, как я и Ну, да, предупреждал. как ты и предупреждал, не получилось, короче, да. Вот. Но в любом случае, Что степень больше единицы. больше единицы. Маленькие значения. Ну тут, короче,
надо в диапазоне что-то 0 до единицы. Ладно, не суть. Можно возводить степень, получать вот этот результат. Мы можем взять теперь какой-нибудь тот же noise и уже в качестве аргумента просто подать ему наше p. Тогда здесь вот, увидеть. То есть просто сейчас для каждой точки рассчиталась вот этой noise функции какая-то высота, эта точка была приподнята на это число. Побольше точек. Тормозить. Там достаточно. Сейчас до сих пор мы всегда, оперируя чем-то, сдвигали эти точки. Не всегда это нужно, скажем так. Мы можем использовать те же самые зависимости, все то же самое, что мы тут делали, изменять другие атрибуты геометрии. Например, атрибут цвета. Ну, то есть тем самым получать текстуру. Вот здесь уже есть на выходе. Да, просто вот этот отрежь. Конечно, рассказать, как атрибуты новые создаются. Ну, это пока, наверное, не будет. Вот этот отрежь. Сейчас вот геометрия остается плоской, потому что мы p не меняем, а меняем зато атрибут c. И та же самая функция, мы видим это число в виде уже некого цвета, поскольку этот цвет сейчас как раз происходит неявное преобразование. Вот здесь, когда вот такими линиями обозначено, пунктирными, это означает, что происходит неявное преобразование, потому что отсюда у нас выходит тип float, то есть одно число. А здесь в качестве CD ожидается цвет, тип вектор, 3 числа. И в данном случае неявное преобразование просто всем 3 компонентам вектора присваивает одно и то же значение, что приводит к черно-белому цвету. Я вам присваиваю только первый компонент, то есть это Нет, если бы он присваивал только первый компонент, то вы видели красный цвет. Ну, давай покажи слово вектор. Что бы произошло, если вот мы можем сделать это явно. Вот здесь второй компонент, вот если бы первый компонент он присваивал, У тебя компонент там в единице. Тут приведен уже. то произошла бы вот такая картина. А он, по сути, делает, может, Ну да, цвет сидит, все он RGB просто, каналы по сути, одинаковые. делает вот это. То есть все каналы одинаковые. И тем самым получается цвет. Но цвет имеет диапазон, как бы, который, ну, для отображения. Диапазон. Цвета плохо отображается. А? Отрицательный цветовой плохо отображается. Да, диапазон имеет ограничения, как минимум снизу. То есть все, что ниже нуля, отображается как черный цвет, но тем не менее числа там есть. Мы просто их не видим на мониторе. Все мониторы будут. И как бы верхняя часть, в случае, когда мы работаем в Wave, мы видим то, что выше единицы, если мы работаем с старым, мы не увидим. Хотя сейчас, скорее всего, мы не видим. Это все, что выше единицы, но я так думаю, что вот здесь у нас сейчас ничего не превышает. Скорее всего, тут важно понимать, когда мы работаем вообще с функциями, все, что нам нужно знать о функциях, вернее, не все, а именно главные вещи, это в каком диапазоне они выдают значения и в каком диапазоне они значения эти принимают. То есть, как бы, в каком диапазоне они принимают аргументы. То есть, допустим, если мы в функцию синуса будем подавать значения какие-то очень маленькие, например, там, то мы практически эта функция на вот этом диапазоне значений не будет, ее результат мало чем будет отличаться от прямой диагональной. А если мы диапазон значений будем от 0 до 2π и дальше, то как бы мы увидим весь этот синус. И также мы, допустим, о функции синуса знаем, что результат он выдает от минус единицы до единицы, что не всегда нам нужно, если мы, допустим, работаем с цветом. Вот, например, если мы получим отсюда цвет, а может синус соединить, то первый с результатом. То есть вот те наши ребрышки, но только мы видим только верхнюю часть, те нижние части мы не видим. Для того, чтобы их увидеть, нам нужно привести их к диапазону, который нам нужен. А нужен нам в данном случае от 0 до единицы. Собственно, мы можем это сделать, есть уже готовые функции для этого, но лучше, чтобы вы понимали, как бы, из чего они собираются. То есть они очень простые. По сути, это скалирование функции и сдвиг. Скалирование функции, мы знаем, происходит с помощью умножения на число, а сдвиг вверх или вниз сложением с числом. Поэтому мы можем здесь делать вручную. То есть мы знаем, что синус у нас вот отсюда выходит
от минус единицы до единицы, а нам нужно от 0 до единицы. Кто может сказать, на сколько нужно умножить этот синус и сколько добавить, чтобы функция стала в нужном нам диапазоне? 0,5, 1. Надо умножить на 0,5. Она станет. Давай, ну, давай Диапазон попробуем. станет правильно единицей, сдвинуть. Значит, А сначала домножаем. В каком порядке? Вначале соскелить надо 0,5. Сначала умножаем на 0,5. Тут так нельзя. Нет, просто отдельная операция. Сделаем. Вот если у нас функция multiply констант, они довольно удобные, ну, раз они не требуют дополнительного входа, просто вот здесь мы вбиваем значение. Вот мы умножаем на 0,5, сразу видим, то есть у нас функция потемнела, как бы, ну, то есть то, что было в единице, стало 0,5. Прибавить чего? И прибавляем единицу. Либо 0,5, сейчас непонятно. Почему непонятно? Единицу, кажется. Ты смотри, ты в голове можешь, то есть вот у тебя был график, да, вот у него граница проходила. Было здесь единица, здесь минус единица. После умножения на 0,5 у него верхняя граница стала 0,5, нижняя минус 0,5. Теперь 0,5. насколько сдвинуть 0,5. надо дальше? 0,5, ну, правильно. Вот теперь он колеблется от 0 до единицы, и мы видим все значения вот здесь. И можем, ну, если эти значения подать вот сюда, мы тоже увидим, что он гарантированно приподнимется над плоскостью Земли. Вот, то есть он, если без вот этих операций, можешь их замутить? Без вот этих, вот без вот этих операций, то есть часть лежит ниже границы, часть выше. После этих операций мы привели к нужному нам. Теперь смотрите, то же самое, то есть мы, допустим, вот мы вот эти ячеистые структуры, которые мы получали, давайте посмотрим на самом деле, какой диапазон. Смотрите, мы можем здесь всегда группировать наши простые функции, которые мы собрали, в более сложную функцию, у которой есть тоже свой набор аргументов и свой результат. Чтобы логику, ну то есть просто здесь, чтобы не было куча нот, которыми непонятно, что делать. Ну, примером того является функция, допустим, нойза, которая, по сути, внутри содержит довольно много логики, но для нас она выполнена в виде простого кубика, у которого есть набор входов и результат вводящий. То же самое мы можем делать вот этой нашей функцией сетки для яиц. То есть мы хотим, чтобы эта функция выглядела следующим образом. На вход ей подавалась какая-то точка, а на выход она выдавала сдвиг, насколько нужно сдвинуть, чтобы получилась решетка для яиц. Для этого в Houdini проще всего использовать subnetwork, когда мы выделяем интересующие ноды и заворачиваем subnetwork. По сути, сейчас слишком много лишнего, конечно, схватилось. Давай отключим. То есть вот логика нашей функции. То есть на вход она получает p, что-то там с ним делает, и на выход отправляет значение. Снаружи это выглядит теперь тоже, как и noise, просто один блочок, которому мы p подали, а на выход он получил то, что нам надо. И мы можем, допустим, не лезть, не залезая внутрь этой функции, оперировать с ее значениями так же, как мы оперировали с синусом. Допустим, если мы хотим отобразить ее значение вот здесь вот в нужном нам диапазоне, то для этого нам нужно знать, в каком диапазоне она нам возвращает значение. Мы можем это либо проанализировать, либо самый простой способ просто посмотреть. То есть вот мы видим, что она, надо грид понять. Вот это у нас минус единица, вот это единица, значит, самая нижняя точка этой функции лежит в минус 0,5, самая верхняя в 0,5. И как бы, видно, что другие не превышают. Если нам нужно все это, чтобы было на границах 0 и 1, нам достаточно просто сдвинуть на константу на 0,5. При этом мы, то есть неважно, что там внутри, мы все это можем сделать снаружи, просто добавив. Да, явно было 0,6. Значит, нам нужно еще ее масштабировать до добавления. Либо идея понятна. В общем, вот. Таким образом, мы, не залезая внутрь, изменили выдаваемый диапазон значений. А также по поводу как раз того искажения пространства, которое мы ждали, здесь вот может быть более понятным быть на вот таком примере, даже составляя вот такую вот ячейку,
вот у нас вот такая вот текстура получается, да, в виде цвета. И сейчас, если мы исказим исходные p, которые мы этой функции подаем, то, несмотря на то, что мы ничего внутри этой функции менять не будем, мы, по сути, вот нарисуем на вот этой кривой бумаге какую-то текстуру, которую потом выпрямим и посмотрим, что получается. Ну, Можешь ну, просто к p там синус. Ну, мы можем, да, на самом деле не к P, а я бы начал с одной координаты. То есть, допустим, мы Ну, хотим сделать ну, сжатие растяжения вдоль оси X, да? То есть как это сделать? Нам, собственно, нужно просто сформировать некий вектор, опять же, смещения, да, то есть, который будет на нашу X-координату влиять. Вверх. Сюда какой-то формируем вектор. И вот дальше теперь вот здесь в X может быть какая-то функция, которая сама зависит от X. Тоже как бы более простой вариант, это когда мы, собственно, просто коэффициенты вводим, по сути. Здесь нажать на константу, вот 1. И теперь дальше, если у меня при X константа увеличивается, вот у меня функция сжимается. То есть это элементарно. Более интересный вариант это если мы именно будем вот модулировать одну из координат. Может двойку написать. То есть вот аналог с той вот искаженной бумагой, про которую я говорил, вот смотрите, мы здесь написали двойку, да, и функция сжалась. Но как бы логичнее, ну то есть мы можем представить себе, что вот когда мы написали здесь двойку, мы бумагу по x растянули в 2 раза и нарисовали на ней ту же самую фактуру. А потом как бы отпустили, она вернулась до своих исходных размеров и стала вот такой вот сжатой. Так, может быть, будет понятнее. С этим понятно, ну а более сложный вариант это когда мы уже не просто там линейно изменяем, да, нашу координату, а вот как бы прибавляя и отнимая от нее какое-то меняющееся число, и тогда мы можем ожидать того, что увидим какую-то именно деформацию. Пример этого. Это вот ровно то, что мы с синусом вначале с вами обсуждали. То есть мы можем взять, посчитать тот же самый синус от x. Потому что синус у нас на вход ему нужен flow, естественно, вектор. В принципе, подать не можем. Так, рассчитали от x и, собственно, к x и прибавим. Ну и здесь дальше важно тоже подобрать коэффициент. Сейчас немножко каша получилась, видимо, из-за того, что у нас амплитуда. Добавки. Видите, да? Можно сделать гриф больше. Видите, да? Понятно, да, идея? То есть ровно то же самое, что мы там нарисовали. Может, даже сейчас коснусь информации, чтобы было просто нас. Да? То же самое. Так. Эти искажения, сейчас они вдоль одной оси, опять Да, же, могут можно быть вдоль второй. Ну да, то есть, не, на Это самом более деле интересно. мы можем вообще Ну, если так. усложнить эту историю, да, мы можем это, грубо говоря, именно формировать какой-то вектор вообще произвольный. То есть сейчас он у нас вектор смещения для нашего P, он направлен вдоль одной оси, а он теоретически может быть направлен вообще в произвольную сторону. Мы можем с помощью одной из функций сформировать просто какой-то случайный вектор и его прибавлять к P. Ну и тут важно просто уже с частотой разобраться. Видите, да, что происходит? У нас какие-то, ну, такая история получается. И это все та же корзина для яиц. Понятно, да, какие есть возможности. То есть всегда вы можете, у вас если есть какая-то функция, вы можете с ее аргументом еще что-нибудь там помутить и добиться какого-то интересного результата. Следующий пример, который хотелось бы разобрать, это создание каких-то паттернов. Да, когда у нас есть это повторяющаяся история. Скажите мне, пожалуйста, что у нас будет ядром любой конструкции, ну как бы самым главным элементом любого, если нам нужно, допустим, ну какой-то дальящийся, повторяющийся
рисунок получить. При этом как бы мы не можем использовать, ну то есть функции, из которых мы его набираем, они не периодические. Периодический аргумент надо сформировать. Да, совершенно верно. То есть нам нужно сделать, чтобы у нас какая-то периодичность появилась, нужно, значит, чтобы аргумент у этих непериодических функций, грубо говоря, был периодическим, чтобы он не просто рос от нуля до бесконечности, а чтобы он рос от нуля до какого-то числа, потом сбрасывался, рос снова, сбрасывался, понимаете, да? Мы с вами на прошлом занятии рассматривали, что это за функция. То есть это функция fraction, у нас, я не помню, она тут есть, по-моему. Да. Либо в общем случае это просто остаток от деления на какое-то число. Собственно, это число будет определять период нашей функции. Давай Для простого, начала. даже не с периодичной, просто задача такая, что мы хотим нарисовать на вот этой поверхности просто круг. Давайте просто хотя бы маленький примерчик, совсем элементарный. Например, ну то есть как будет выглядеть fraction сам, да? Вот, x. Вот мы взяли этого fraction и обратно собрали. И сложили. Мы это с вами делали. Задание. Вот какая штучка получилась. Соответственно, дальше вот здесь после фракшена мы можем напихать чего угодно, любую функцию. И эта функция будет просто зацикливаться на участке от 0 до единицы. Ну, то есть, например, если я здесь добавлю power постепенная, то вот у меня постепенная функция зациклилась. Если я здесь добавлю noise, у меня noise зациклится. Видите, да? То есть ядром любого паттерна является, ну как бы... Точек надо побольше, чтобы было видно. Ну да. Вроде. Ну да. Всегда как бы основной идеей является то, что мы аргумент, ну, либо берем от него, то есть берем от него остаток отделения. То есть аргумент должен быть зациклен. А можно период поменять. Для этого используется функция модул. То есть это уже именно остаток отделения на какое-то число. Если будет здесь... я тут там промахнулся. Может, да. Ну, короче, так будет виднее, сейчас. То есть теперь вот меняя эту константу, то есть делитель, да, я могу менять период. То есть, если мне нужен период 4, вот здесь будет 4, соответственно, этот noise будет теперь зациклен в другом диапазоне. В отрицательной области у нас есть в другую сторону же пойти. Да нет, по-моему, кстати. Не, все тут все хорошо. Сработает и в положительной, и в отрицательной плоскости. Так, давайте с гридом смотреть, что происходит. Ну, собственно, все то же самое. Что мы тут можем? Например, давайте просто посмотрим модуль. То есть делаем, я и делаю. Вот он выглядит вот так. Если мы теперь эту штуку округлим, например, ну, нам надо, чтобы у нас была лучше вот так. А вот нет, на самом деле, оставь. Вот хороший пример того, что мы вроде бы получили близко того, что нам надо. То есть у нас нужный нам период. Но вот эта функция сейчас, из-за того, что мы подаем ей значение не в том диапазоне, в котором ей надо подать, получаем не тот результат, который нам нужен. И нам нужно сейчас вот это изменить так, чтобы входные данные соответствовали этой функции, чтобы получить просто, то есть с вот этим периодом, но как бы один шаг. Ну и здесь, грубо говоря, мы можем домножить просто на 1/4. И дальше, чтобы, если нам нужно восстановить амплитуду, мы можем, нам не нужно. Да. Но если было нужно, мы могли просто здесь сделать, тут есть единица на x. Инверт. 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 Вот это? Логин работает. Логин работает? Нет, вроде была единица на x. Работает. Нет, там просто Вот, была... вот. Хорошо. Это если вот, нужно вот поставить, то в принципе нам не очень нужно. Можно вот так оставить. Так, и вот здесь, значит,
где-то цвет был. Да. Чтобы, ну, то есть чекер привычный выглядит. Мы хотим сделать текстуру чекера шахматной доски. У нас вдоль оси X идет изменение какое-то, да? А вдоль оси Z понятно, что в зависимости от Z нету, и, собственно, вот поэтому у нас ничего не происходит. То есть теперь нам надо как-то порассуждать, да, каким образом нам сделать. То есть нам что нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы в какой-то момент вот эти полосочки для какого-то значения сместились на полпериода, что называется. Да? То есть черное заместило белую, белое заместило черную. То Понимаете? есть это да? можно сделать в данном случае как смещением, так и инвертированием значений. А Есть вариант? ксор там есть? Ну, наверное, Давайте. есть, но давайте Я без на него. такие просто. Мне кажется, было бы интереснее смещением, наверное, сделать. Можно это показать и так, и так. Ну, то есть, в результате, давайте вот смотрите, разбираться. Во-первых, как сделать смещение? Во-первых, мы можем вот это вот капсулировать сейчас. Вот так? Да. То есть вот у нас есть функция, которая делает вот такие полоски. И нам нужно как бы сделать, во-первых, имея вот такую функцию, хочется, чтобы она сейчас на вход получает число, один флот, и на выход возвращает другое число. Во-первых, как вот просто не залезая внутрь этой функции, сделать, чтобы полоски были не вот так, а вот так. Что она сделала? Другую координату и примерно. Давайте подадим другую координату. Да, все правильно. Теперь, смотрите, то есть для того, чтобы сделать шахматную доску, нам понадобится, скорее всего, две эти функции. То есть мы можем просто скопировать сейчас сабнетом и подключить его к другой координате. Мне кажется, кстати, интереснее было бы именно на основе одной. То есть, Можно потом, да. И вот теперь нам нужно скомбинировать результат, то есть у нас есть и такой, и нам нужно скомбинировать эти функции каким-то образом так, чтобы они сформировали фактуру, похожую на шахматную доску. Кто знает, как это сделать? Давай попробуем сложить, посмотрим. Давайте посмотреть, да, здесь. Оно вот на самом деле так и происходит. То есть, когда что-то собираешь, ты просто начинаешь пробовать, То есть, смотреть, что. Ну, как бы не совсем шахматная доска получается. Скатерть. Да, потому что давайте подумаем, что произошло. То есть вот там, где был 0 в обоих паттернах, там 0 и остался. То есть 0 плюс 0 это 0. Там, где был в одном 0, а в другом единица, что произошло? Осталась единица. Давайте Но там, где было и 1, 1, и там, все сложилось, и получилось двойка. И сейчас у нас как бы такие тройная ступень. Мы можем как-то из этой ситуации выйти? Деление по модулю 2. Это один из вариантов комбинирования. Он далеко не единственный. Можно рассуждать, ну, то есть, вот, например, давай поставим как бы один вариант. Как еще какие варианты? Мне интересно было бы комбинирования? именно порассуждать, ну то есть не из двух функций собирать, а сделать именно одну функцию и поработать вот здесь, то есть, грубо говоря, как это будет происходить, чтобы поработать именно смещениями икса в зависимости от z. Вот это, Да, ну, давай так. Ну, то есть, понимаете, да, в чем еще может быть идея? То есть, у нас, грубо говоря, при смещении вдоль оси z полоски как бы должны сдвигаться, ну, скачками, да, в какой-то момент, там, на полпериода в одну сторону, потом обратно, в одну сторону обратно. В этом плане было бы интересно посмотреть, как это можно организовать. А мы можем обратно? Да. В чем смысл? Да? Во-первых, нужно разобраться, каким образом делать в принципе это смещение. Давайте посмотрим. Напрашивается способ просто к координате вот этой x что-то прибавлять, да, чтобы сделать здесь это, да, и какую-то константу. Да. Вот у нас наши полосочки едут. Теперь получается, чтобы у нас получилась шахматная доска, нам нужно сделать так, чтобы вот мы здесь прибавляли не константу, а какую-то функцию, которая уже будет зависеть от оси z, да, то есть меняться вдоль оси z, и она будет скачками как бы вырастать там до единицы, а обратно в ноль возвращаться, вырастать, возвращаться. И у нас как бы это смещение получится. Понимаете, да? Соответственно, нам нужно по факту такого же вида функцию сделать, только относительно уже, которая будет зависеть от координаты z. Поэтому я возьму. Конечно, немножко у нас перегружено получается. Просто берем и теперь координату z, и вот здесь, собственно,
вместо икса. Да. Лучше проверять каждое ваше действие, ну, то есть Да, просто то есть подавая здесь это на можно, да, подать на выход, посмотреть. Вот. Ну вот у нас при смещении вдоль оси z у нас 0,1, 0,1, да. Теперь мы эту 0,1 добавку подадим вместо вот этой константы. Давайте посмотрим, что получится. Ну вот, что-то получилось. Ну, единственное, что тут теперь уже именно амплитуду. Там нужно потому рулить, что да. период у нас не 1, а 4, вот той функции, которая дальше. Да. Тут, видите, можно разной логикой руководствоваться. По-разному собранные функции могут с разной скоростью выполняться. И не всегда самая короткая и элегантно выглядящая функция в нетворке будет самой быстрой. Тут как бы, ну это следующий уровень, наверное. Вот, значит, Дзена. и самое интересное, что, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, да, что у нас, как нам сейчас просто перейти, например, чтобы у нас вместо шашечек стали какая-нибудь произвольная, ну, то, что ты хотел. Нет, Сферы, нет, да. шашечки и кружки Что-то немножко Не разные получится вещи. сейчас? Тут скорее можно сказать, что опять, что мы можем, вот мы рисовали квадратные шашечки. Но сейчас мы можем, как бы исходя пространства, в котором они рисуются, получить их уже не в квадратном виде. Давай для чистоты запакуем это в один сабнетворк. Просто на самом деле вот это вот пакование функций, то есть мы закончили работать с фактурой шашечек, и визуально чище, и вам потом понятнее разбираться будет, если вы это все схлопнете в сабнетворк, то есть вот у вас здесь логика одна, снаружи логика уже работает с вот этой функцией как с единым целым. Отлично. То есть у нас есть функция, которая рисует чекер. Теперь интересно, то есть пример как бы нелинейных преобразований координат, как бы, то есть до этого мы там нойзы какие-то делали. Мы можем сделать, у нас есть функция, называется toPolar, которая берет на вход позицию точки, а на выходе возвращает ее полярные координаты. Это, ну, то есть, как бы обычные координаты, с которыми мы работаем, это x и y, они расположены, ну, то есть, вот на двух таких осях, да, то есть вот так стоят. Полярные координаты — это когда у нас вокруг центра, то есть мы отмеряем не x и потом вверх y, а отмеряем угол от одной оси и длину вектора, ну, в случае двухмерных, да, и длину вектора. И тем самым, как бы, вот эти два числа другие, то есть у нас есть угол и длина. И эти два числа определяют то, как эта точка будет выглядеть. На самом деле вы можете, ну, более подробно, сейчас, чтобы на этом не останавливаться, более подробно можете об этом прочитать в интернете. Суть в том, что вот у нас для трехмерных координат, понятно, координат 3, но нас интересует вот U, который мы подаем сюда, и радиус линии нет. И вот это вот все подаем. Нет, значит, так, ладно, давай смасштабируем. Смасштабируем этот результат. Дело в том, что масштаб значений, который ожидает наша функция, он как бы лежал в диапазоне там, от 0 до единицы, побольше. Вот, да. Здесь нужно каждую по отдельности скалировать. Она возвращает угол в радианах, а длину в метрах. Поэтому радиус, скорее всего, скалировать не надо, а вот угол в радианах надо скалировать. Вот здесь просто твои константы. Ну или так. Чего надо? Ну, единицы все. Так, и... Не, тут у нас 0. Вот. Вот тот же самый чекер, но как бы теперь мы вот эту негнущую, нашу не растягивающуюся бумагу завернули в трубочку, нарисовали и распрямили обратно. То есть это пример того, как искажая входное пространство, мы можем добиваться довольно интересных результатов. Теперь мы хотим сделать текстуру пока не тающуюся, просто на которой будет нарисован, то есть вот на вот этом квадратике будет изображен вот такой один черный круг, ну или белый, пусть будет белый. То есть на черном фоне белый круг определенного радиуса. Кто знает, как это можно сделать? Один для начала. Расстояние от центра. Расстояние центра. Его Хорошо. надо нормализовать. Ну, про нормализованные векторы мы не рассказывали. В принципе, для круга сейчас нам они не понадобятся. На самом деле, да, самая правильная мысль, в принципе, ведущая к правильному результату, это взять расстояние от какой-то точки, например, от центра. Ну, то есть, если я рисовал круг вокруг центра, то значит от центра. Померить расстояние. Ну, важно понимать, что вот наш векс программы вот этого, она работает со всеми точками одновременно. То есть, иными словами, каждый раз перед вами стоит задача, то есть вот перед программой стоит задача. Вот эта точка, вот в этом месте, какого цвета? И так стоит для каждой точки. В ней нельзя нарисовать. То есть нельзя сказать, поставь круг вот по таким-то координатам.
Но можно сказать, есть в этой точке круг, то есть мы внутри круга мы здесь или нет? Вот на какой вопрос мы должны отвечать. Чтобы ответить на этот вопрос, проще всего померить расстояние до центра круга, сравнить его с радиусом, заданным нами как параметром. Да? То есть если мы хотим круг радиусом единицу, то если это расстояние больше единицы, значит мы не в круге. Если это расстояние меньше единицы, значит мы в круге. И тем самым как красить в черный или в белый цвет. Всем понятно? Давай, может, соберем это, Давай, потом давай, я еще давай кое-что соберем. добавлю. В результате что мы делаем? Мы берем, считаем длину вектора p, да? Просто компейром, что ли, будем сравнивать? Ну, примерно. Можем просто компейром сравнить ее с неким паровым значением. Единицы. Если Если меньше просто- здесь значение вернется true, ну, то есть единиц. Дальше если- свечом, допустим, переключаться между просто двумя На самом деле можно вот это просто в цвет распороть. Ну да. То есть вот у нас получился круг радиусом в единицу. И этот радиус у нас здесь, и этот радиус у нас задается вот этим вот параметром, вот здесь, с которым мы сравниваем. Смотрите, ребят, небольшое дополнение, как бы обобщающее вот эту историю. На самом деле этот разговор про длину, он всегда возникает, когда нам нужно сделать какую-то функцию с радиальной симметрией. Ну вот мы научились с вами делать просто найзы, которые зависят, ну там от координат. Какие, тут у нас есть координатная плоскость, мы рассчитываем в каждой точке значение найза, и он какой-то вот, ну, получается. А часто возникает ситуация, когда нам нужно получить какой-то паттерн, который, условно говоря, ну какую-то радиальную имеет симметрию, например, какие-то круги, расходящиеся на воде, или что-то вот такое. Или цветочек. Да, цветочки, я не знаю, все что угодно. Но даже если мы говорим про найзы в первую очередь, да, то есть хочется какой-то найзовый паттерн сделать, но чтобы при этом он был вот, мы видели вот какое-то вот такое движение. И здесь как бы логика, собственно, какая? Мы рассуждаем таким образом, то есть, допустим, мы хотим сделать нойз какой-то, да, который вот здесь вот у него пик, здесь провал, здесь снова пик, и этот пик, он как бы вот так идет и как бы по кругу повторяется. И поскольку рассчитывает вот это значение некая функция, мы рассуждаем таким образом, что а какую нам нужно в качестве аргумента подать величину, грубо говоря, идея в том, что эта величина должна быть одинаковой для всех точек, которые лежат вот на этой окружности. Тогда и величина найза для этих точек тоже будет одинаковая, поскольку аргумент как бы принимает одно и то же значение. Ну и исходя из этого легко как бы догадаться, собственно, какая переменная для вот всех точек на этой окружности одинаковая. Да? То есть очевидно, что координата x у них меняется, координата z меняется. А что не меняется? А не меняется расстояние от центра до каждой из этих точек, потому что они лежат на окружности, просто по определению. Исходя из этого мы как бы догадываемся, ага, значит, если мы теперь вместо координат просто x и z координат или просто p в noise будем подавать вот это вот r, да, у нас у точек, лежащих на одной окружности, высота, как бы, ну и, допустим, подъем, если мы там найзом поднимаем, будет одинаковая. А для точек, которые на разном удалении, да, она будет меняться. И мы увидим с вами вот какие-то вот, вот такую вот историю. Ну и очень легко это просто проверить. Если мы возьмем, посчитаем длину, и просто теперь тот же там, я не знаю, какой-нибудь антиалайз подадим. И, ну, давайте на CD. Вот мы Мы не круг засовываем в noise. Мы в Круг noise сейчас подаем вообще координату, даже не координату, а расстояние до центра. Что я имею в виду? Если мы в нашу функцию, которая рисует там кружочек, да, засунем noise. В каком, ну, то есть, смотря как засунем. Там Нет, засунуть, чтобы что значит получилось засунем? раскадренные точки. Надо раскадренные noise кружки. добавить. Да. Давайте перед раскадренными кружками, давай вернемся вот к этой и начнем с того, что, ну, то есть, кто знает, как сделать, чтобы круг сдвинулся, ну, то есть был центром теперь не в центре координат, а допустим, правильно. Надо перед лесом добавить какое-то значение. То есть мы тем самым координатную, то есть вот если рассуждать вот этой искаженной бумагой, да, то мы вот здесь продолжаем рисовать круг в центре координат. Но перед этим мы бумагу, на которой мы рисуем, подвинули как бы в центр координат, то есть теперь в центре координат после сдвижения у нас будет стоять то место, где мы хотим нарисовать круг. А потом как бы
сдвинули обратно, и круг у нас стал там, куда надо. Теперь, смотрите, то есть мы как бы сдвигаем на какую-то величину, мы можем сдвинуть этот круг. Давай его сделаем радиусом единицу для простоты эксперимента. Теперь, смотрите, то есть как сделать, чтобы эти круги повторялись. То есть, чтобы у нас был паттерн из большого количества кругов здесь. Ну, для начала равномерно расставлен. Взять остаток отделения, но только сдвинуть его. Остаток отделения на 2, к примеру, и минус 1. Ну, давайте так сделаем. Попробуем. Остаток отделения на 2 и сдвинуть. Нет, тут что-то какое-то получается значение промежуточное. Я понимаю, почему это происходит. Потому что, несмотря на то, что... Объясню, что происходит. Почему как бы при движении на единицу у нас ничего не получается. Дело в том, что пространство у нас трехмерное, несмотря на то, что мы работаем с плоскостью. И когда мы вот здесь добавляем ко всем трем координатам какое-то число, мы сдвигаем в том числе не только по x и по z, но и по y. И расстояние считаем от этой сдвинутой координаты. Вот, теперь как бы все правильно. Давайте чуть радиус уменьшим круга. Теперь объединим наши знания. Нет, еще одна нам понадобится важная вещь. То есть мне бы хотелось, допустим, чтобы вот эти кружочки, которые мы сделали, да, были, ну, то есть сейчас они как бы все вроде хорошо, но хочется, чтобы они были более хаотично расставлены. Еще одна вещь, которую мы можем делать, это есть у нас функция floor, например, которую мы, если мы берем от p эту функцию floor, то у нас получится, мы поделим вот это пространство наше координатное на целые квадраты. Ну, то есть квадраты, в которых будут целые значения записаны. И идея в следующем. Если по вот этому значению взять случайное число, функции random, то в пределах этого квадрата это случайное число меняться не будет. И потом мы можем сдвинуть каждый кружок внутри своего квадрата на вот такое случайно сгенерированное число. Логика примерно вот такая. Давайте сначала вообще просто p покажем, как оно выглядит, если мы p подадим в цвет. Если мы координаты точки просто в виде цвета увидим. То есть у нас видно, что то, что было x, это красное, негативные значения мы не видим. Сюда красное меняется, по z меняется синее, по y у нас ничего не меняется, ну, то есть когда все равно нулю, поэтому на вот этой линии поставим floor. Floor функция у нас до ближайшего целого округляет. То есть у нас получилось, что вот эти координаты, которые в виде цвета мы видели, теперь являются постоянными на определенной границе. То есть она делится на эти квадраты. Просто она вся, на самом деле, поделена на квадраты, но из-за того, что мы определенные значения не можем видеть, они за границами диапазона отображаемы, это выглядит сейчас как линия. Но если от этого... Да, Ну, то есть вон оно там есть. теперь вот от этого уже числа давай возьмем рандом. Вот. У нас получилось такая вот, у нас каждый квадратик на базе каких-то координат сгенерировал случайное число. Если мы вот этого флора не было, и вот эту ноду сделаем, нет, оставь, вот эту ноду задизайним. Если бы мы не делали вот этот флор, то у нас бы каждая точка на нашем гриде покрасилась бы в свое случайное число. Но поскольку мы сделали их в пределах квадрата одинаковыми, у нас все точки в пределах квадрата генерируют одно и то же случайное число. Ну, это псевдослучайное. Значит, но нам нужно не число, а некий вектор, на который мы хотим сдвинуть наши кружочки. То есть можно, да, выдать 3D-вектор. Опять же, вот мы этот 3D-вектор смотрим как RGB. Более того, мы знаем, вот здесь вот научились, что нам не нужна координата Y в этом векторе. Поэтому мы здесь ее обнулим. Там у тебя уже есть. То есть мы умножим на вектор, который 1, 0, 1. То есть там теперь координаты содержатся только в x и в z. И вот это значение подадим вместо вот этого, которое сдвигает, или не вместо, а вместе. Вот, и посмотрим на наши кружки. Сейчас, скорее всего, то есть вот они, каждый кружок сдвинулся в свою сторону, но из-за того, что он сдвинулся больше, чем как бы, на величину квадрата в некоторых местах, он этим квадратом обрезался. Чтобы как бы кружки могли заползать на соседние квадраты, это надо будет цикл делать, как бы сейчас это несколько выходит за рамки нашего представления. Но мы можем просто, подобрав величину вот здесь,
сделать так, чтобы круги не выходили за границы квадрата. То есть нам нужно понять, как бы, в каком диапазоне у нас вот здесь выдается значение, и на какую величину, на самом деле, наверное, вот это убрать. Вот этот рандом, скорее всего, генерирует значение от 0 до единицы. Нам надо его вычесть, если ему 0,5 получается. Единицы. Нам нужно то же самое, только в отрицательную сторону. Вот, передвигай. Что-то как-то... Ну, надо анализировать, на самом деле, что происходит. Смотрите, функция рандом возвращает значение от 0 до единицы. Наши кружки, они радиус какого сейчас? 0,5. Где-то в районе 0,5. Значит, максимум значения, на которое мы можем их сдвигать относительно их центра. Смотри, Миш, тут еще фишка в том, что у нас сейчас кружки не в центре квадрата. Да, Вот почему. да. Ну, потому что вы удалили там ноду какую-то. То есть у нас здесь было добавление минус единицы. Ну, Нам надо вот, в соединение, центр да, квадрата. она будет в центре квадрата. Но тогда Когда мы нет, добавляем значение, смотри, если нам нужно от центра квадрата сдвигаться в положительное значение не более чем на 0,5 и в отрицательное значение не более чем на 0,5, а мы сдвигаемся сейчас, в данном случае от 0 до единицы, если было, мы умножаем на минус 1, получается сдвигаемся только в положительную, либо только в отрицательную сторону. Нам нужно умножить, нет, Надо не надо, минус нужно умножать 0,5 вот эти сделать и единицы, а умножить здесь на минус 0,5. Да. Вот так? Минус 0,5, а там единица. Тут? В мультиплеере единицы. Единица просто. А в пост-ад минус. Какие-то Минус. книги. Так, смотрим, что у нас получается. Да, это получается. Просто мультиплай и уменьшается. Давай это вот здесь вот. Подожди, вот этот минус, давай здесь в этом. Минус 0,5 напиши, значит. Ну да, амплитуду надо. Минус 0,5. А вот здесь 0. И мультиплеером чуть-чуть пошли. У нас сдвигается она относительно квадрата. У нас такое ощущение, что... У нас Квадраты просто не в квадрат круги не в это центре, не в в квадрате. У нас круги не в центре, они как... Да, остаток, то есть когда мы рисуем круги и зацикливаем их, вот здесь остаток отделения по какому значению стоит? Можно? Ну, то есть как бы квадраты шириной в 2. А здесь квадраты, как функция флор, шириной в 1. Чтобы эти квадраты стали шириной в 2, нужно то, что мы подаем в эту функцию, по сути, сжать. Чтобы потом, когда она растянется обратно, оно стало сжать это на 0,5. Вот наши кружочки смещаются в случайное Ну, место. почему оно так и происходит? Ты тыркаешься, пока не получится. На самом деле, да, у нас специально мы не делали заготовленного примера вот такого, да, чтобы вы видели примерный процесс, как это обычно происходит и какие решения принимаются, как анализируются ошибки. Да, то есть как бы мы всегда, говорю, вот, когда мы работаем с каждой данной, все время надо думать о двух вещах, то есть о диапазоне, который она ожидает принять, и который мы в нее подаем. И наоборот, и какой диапазон она выдает, и, соответственно, в соседнюю, то ли следующая нода ожидает получить, что мы в нее подаем. И каждый этот момент можно проверить, просто подав эти значения на выход. И посмотреть просто там колор-пикером или еще чем-то. Вопросы? Вопрос. Если по Y сместить рандомом, то размер, получается, тоже меняется, да? Если по Y сместить. В данном случае, да, поскольку у нас зависит от P, то будет меняться. Если это вместо P, смотрите, если мы вместо P, например, будем подавать UV или какие-либо другие координаты, все будет хорошо. Ну, собственно, я думаю, что на стоит сегодня остановиться на этом. Смотрите, домашним заданием будет, мы выложим в чат ссылку на материал по векторам, который нужно будет до пятницы освежить в голове. Кто помнит, освежить, кто не помнит, видимо, ознакомиться заново. Там самые важные моменты, которые нужно будет узнать, это все то, что Игорь рассказывал про вектора, скалярное произведение векторов. Ну, мы и расскажем, да, но вкратце, но как бы вы лучше, чтобы мы на этом не останавливались. Там, ну, на самом деле, дальше настолько глубоко, насколько позволит желание ваше. Там, как бы, ну, на самом деле, там очень много вещей, которые нам в будущем будут нужны. Это и
и векторное произведение, и смена базисов, и там что только там куда ни плюнь, все нужно. Умножение на матрицы, вообще как бы работа с матрицами. Как бы, в принципе, если у вас багаж знаний позволяет этим, ну, это освежить быстро, то лучше это сделать быстро. Как бы, мы будем об этом как-то вкратце говорить в последующих занятиях, но совсем уж превращать это в уроки по математике не хотелось. Собственно, на этом, наверное, все. Ну, будет то же самое, то есть будут картинки с паттернами двухмерными, вам надо будет их сделать. Да, но уже в Houdini. В первую очередь нужно, чтобы вы прочитали этот материал по векторам, кто не знает. Кто знает, как бы, тот паттерн придумал. Собственно, все. Спасибо.